Сергей пишет, боевые искусства – это путь. Значит, самый главный вопрос – куда? Но главный вопрос боевых искусств уже вот выражен, собственно, в самом термине. Боевое искусство, мне кажется. Искусное поведение в боевой ситуации. Мне кажется, вот и вся цель. Нет ничего за этим. Но вот сама вот эта цель идеального боевого противостояния какого-то, эта цель вас проводит через массу других целей. Вам приходится работать и над своим телом, и над своим сознанием, и над своими возможностями какими-то, много-много над чем. Вам просто приходится беречь свое здоровье, ребят, потому что, поверьте, бойцом очень трудно быть, если у вас какие-то запущенные болезни существуют. Да? Ну, в частности, нередко в процессе нашей жизнедеятельности мы получаем какие-то травмы, которые остаются там навсегда. У кого-то там какое-то сухожилие порвано, например, да? У кого-то там, я не знаю, еще какие-то проблемы, кто-то просто болеет почками, у кого-то постоянный бронхит, например, у кого-то там, не знаю, аллергии постоянные, которые переходят в астму, например, да, и так далее. Все это вещи, которые вам мешают, и вам приходится следить за своим здоровьем. Но просто не всегда медикаментозно, конечно, и сами боевые практики, в принципе, вас очень сильно поддерживают на нормальном здоровом уровне. Но вопрос здоровья – это важный вопрос. При том, что были неплохие бойцы, которые не имели какой-нибудь конечности, например, да, или имели какие-то ограничения в своих подвижностях там, и так далее. Просто они пользовались для своих боевых практик не совсем привычными методами. Но тем не менее, да, такие вещи существуют. Но в идеале боец – это еще и здоровый человек. Надо еще за своим здоровьем следить всеми доступными способами. Так... Зепруф пишет, путь к самому себе, к себе реальному. Отлично, Зепруф сказал, все правильно. На самом деле, действительно, боевой путь бойца – это постоянное обращение к реальности. От фантазий, от самосборки, от каких-то выдумываний, от сплетен каких-то слухов. Вы выходите в область реального. Либо работает, либо не работает. Если не работает, значит, это глупость. Вот вы постоянно очищаете свой разум и свои навыки от глупости. По сути, вы возвращаетесь к себе реальному. Мало того, помните, уже говорилось в стримах, там, может быть, годовалой давности, что когда вы занимаетесь боевыми искусствами, вам нередко приходится иметь дело именно с собой реальным, как Зепруф здесь пишет. И вот это вот с собой реальным, что оно значит? Есть люди пугливые просто с детства. Например, если мы говорим о страхах, да, вот нам кажется, что боец в идеале такой человек, который ничего не боится. Но а как таким бойцом стать-то? Я понимаю, что через опыт, через навык, все, но первоначально-то человек, например, боится. И есть действительно отдельно очень пугливые люди. Не в смысле они прям трусишки такие от всего бегают, это я не пытаюсь их оскорбить. Я просто говорю о том, что есть слишком реактивные люди, излишне реактивные, да? Когда любой болевой стимул, например, вызывает слишком большое отторжение. Любой даже косой взгляд у таких людей вызывает отторжение какое-то. Но реально это пугливые люди. Некоторым они кажутся агрессивными. Да, кажется, что смотришь такой человек, он что ты пялишься, например, вот это вот, да. Но на самом деле человек боится, он не... Это рефлексия такая вот, связанная со страхом все-таки больше. Потому что если бы он был уверен в себе, то такой человек не задал бы вопрос, что ты там на меня пялишься, что ты смотришь там, и что ты вообще здесь там и так далее. А с какой бы стать-то? К нему бы это отношение не имело, правда? Вот есть люди пугливые, например, от рождения какие-то. Как преодолеть вот это вот все с самого начала? Как вот начать этот путь к себе? Понимаете, да? То есть человек приходит в зал, и он сталкивается, он видит, наконец, себя таким, какой он есть. Он слишком пугливый, он слишком реактивный. И это плохо. Это действительно для бойца очень плохо. Вот эта вот рефлексия, вот эта лишняя какая-то, вот понимаете, суета какая-то, вот это вот бессмысленные действия, хаотичные какие-то, которые против человека оборачиваются. Он же это видит. Он сам себя начинает наблюдать. И вот тут действительно идет работа над собой. Наконец человек начинает сам себя менять, сам себя трансформировать. Наконец отказывается от этой вот встроенной прошивки, которая все время диктует ему вот эту вот такую честолюбивую реактивность, рефлексию такую, да,
и начинает перепрошиваться, и находит себя в себе наконец-то. Другим совсем, без вот этих прошивок, без вот этих нагромождений. Да, путь бойца в том числе и такой. Так, Сергей пишет, я к тому, что это должно быть в определении. В определении боевого искусства должно быть упомянуто слово «путь». Ну, может быть, я не знаю, мне трудно с этим согласиться сейчас вот сходу, это надо обдумать, пожалуй. Может быть, вы правы, Сергей, может быть, нет. Мне кажется, слово «путь», он этимологически, кстати, связан, да, со словом «путать» в русском языке, да. И мне кажется, вот само слово «путь» очень сильно путает русскоговорящих людей. Может быть, не знаю, может быть, не имеет смысла этот термин добавлять в определение боевых искусств. Не знаю, надо подумать. Ронин Уяма пишет, заметки из наблюдений с программы Бубо. Раз за разом ботаник доставал деревянным имитатором ножа и спортсменов, и рукопашников, и последователей Будо. Они были предупреждены, атака фронтальная, случайность или закономерность. Статистически закономерность, безусловно. О чем здесь говорить? Если опыт раз за разом показывает один и тот же результат, наверное, глупо ожидать уже чего-то другого, да, и объяснять это какими-то формальными несовпадениями. Если деревянным муляжом ножа можно достать тех, кто там приходит туда, ну, значит, можно. Ну, я просто не видел эти передачи конкретно, да. Может быть, там незначительно это доставали как-то. Может быть, люди были не подготовлены, они занимались только рукопашными какими-то вещами. Может быть, вообще это были не бойцы, а единоборцы. Кстати, насколько я понимаю, в Бубо приходит больше единоборцев, чем бойцов, да, там в основном спортсмены и постспортсмены. Вот. И от них ожидать того, что они против ножа как-то выступят, ну, мне кажется, не стоит такого ожидать, да. Так, дальше идем. Ронина Ямы, так, The Proof пишет, такие люди реактивные очень много выдумывают. На них кто-то смотрит, а у них в голове сразу мысли, что к нему агрессия. А по сути на них просто смотрят и все. Сами себя загоняют. Да, совершенно верно. Вот эта вот суета, вот эта вот такая бурлящая каша какая-то в голове, да, ну, действительно, она не дает сосредоточиться на важных вещах очень часто, да. Вот таким людям, например, трудно заниматься медитацией как раз, им трудно сосредоточиться на одной задаче, на какой-то. Если они это делают, то они это делают через такое усилие, что это видно даже по их лицам, такие лица такие сосредоточенные, да. Вот. Ну да, думаю, что так. Игорь Лашин пишет, Ронин Уяма, закономерность, ведь ботаника никто не контратаковал всерьез. Окей.